Шалом, Гои! Хоку! Солнце не видно за вьюгой, желтеет снег во дворе. Собака прошла. Стоп. Какой снег? Это что, сценарий 4-месячной давности? А как так получилось? Дай подумаю. Ну, во-первых, мы снимаем примерно раз в полгода. А во-вторых, ты же говорил, что ты не пишешь сценарий вообще. Давай ты не будешь это выкладывать. Жрач. В чаще леса тигр спит, у ребят в отрадном спит. Так говорил мудрец Сунь-Вынь. Цветок. Вот так? Нет, так? Нет. Вот. Так вот? Нет. В боях с Апатией я чуть не потерял ногу. И теперь я хочу поделиться с вами самурайским рецептом японского минета, карета, балета, пируэта, японского омлета. Готовится просто, быстро. Надо только немного сноровки и духа Ямато. Я не знаю ни одного Ямато, кроме удара молота за землян в Старкрафте. Все, что нам нужно для рецепта, это 3 яйца. Можно брать любые яйца, белые или афроамериканские, или перепелиные. Из перепелиных получится очень маленький омлет, вы можете скормить его карлику. Или ребенку. Или ребенку-карлику. 3 яйца, это где-то на одну порцию. Главная суть японского омлета, что его нужно заворачивать как труп в ковер. Готовишь сначала один слой, потом заворачиваешь ковров побольше. Всего 3 ингредиента. Яйца 3 штуки. Соевый соус 15 мл. И рисовый уксус. Ты халтуришь. Почему? Где марку закрой? Я уже столько прорекламировал. Нет, эти мне заплатили. Уже. Эти мне заплатили. Если соевый соус сладкий, посоли, соленый, посахаре. Вот этот сайнзовский, он слегка сладковатый, поэтому я его буду солить. Для соли у меня только морская, и не стоит, потому что обычно солить морской, просто у меня выбора нету. Соль ведь теперь дефицит, все на Крым. Потому что все блюда, которые жарятся, солят обычной солью, которые запекаются крупной. Но это общее правило. И есть исключения. Тем более морская соль не такая уж соленая. Совершаем так любимые многие возвратно-поступательные движения. Либо такие, либо концентрические. Сбивает массу до некой однородности, но не нужно добиваться прям как безе из белков. Пока это выглядит все не очень симпатично, но будет выглядеть хорошо. Ставим разогреваться сковородку. Ставим где-то... Ну, у меня это 7. Соответственно, не на самый сильный огонь. Сначала можно на сильный, чтобы разогрелось, потом послабже. Нам нужно немножко смазать сковородку маслом. Подмаслить. Оливковое, кстати говоря, для жарки тоже не ахти, но я лично предпочитаю из-за своих... из своей предвзятости, по мнению того, что оливки полезны, а подсолнечной семки нет. Видели хотя бы одного пацана в падике, пожирающего оливки? Нет, не видели. А семки жрут постоянно. Ну и с кем бы вы пообщались? Пацаном, который жрет оливки, или семка? На самом деле ни с кем, потому что кто и жрет оливки в падике, ебанутый, наверное. Нельзя же, ну... Сейчас это называется словом swag. Swag. Свыгануты. Окей. Масла не должно быть прям совсем много, но его не должно быть совсем мало. Иначе получится первый блин комом. Он разогревается. Вы еще немножко ждете. Можете поглядеть на сковородку, пока играет приятная музыка.
будем считать, что она уже более-менее нагрелась, хотя одна из главных ошибок это когда сковородка сначала недогретая. Она сгубила не один десяток самураев. Ну, это как женщина, недостаточно разогретая, нельзя начинать. Ну почему? А как же? Это просто нужно Это отрегулировать. как раз процесс разогревания. Надо отрегулировать просто уровень, и тогда все будет хорошо. Ну вот сейчас масла многовато, видно по островкам. Я все еще не буду говорить про Крым. В общем, вы должны разогреть сковородку настолько, чтобы когда вы капнули вот буквально яйцом, оно сразу схватилось. 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 Не схватилось. Это интересно. Как, знаешь, это мизансцена о смысле жизни, о том, что одно яйцо потратило весь свой потенциал впустую, а другое нашло себя на сковороде. На самом деле, даже то яйцо, которое взошло выше по карьерной лестнице и закончило свою жизнь в сковороде, не зря, оно не менее несчастно, чем первое. Да. Расовые верные белые яйца чуть-чуть дешевле коричневых не потому, что они хуже. Цвет яиц зависит от породы курочки, потому коричневые яйца чуть дороже. Когда вы бьетесь на Пасху яичками, бывает очень тяжело отделить скорлупу от яйца из-за прозрачной пленки, но эта пленка является свидетельством того, что яйцо свежее. Проще очистить яйцо под струей холодной воды. Для того, чтобы после варки скорлупа легко отделялась от яйца, нужно сделать в нем небольшую трещину. Для этого надо постучать яйцом по столу. Трещина не должна быть достаточно большая, чтобы через нее во время варки вытекал белок. После того, как вы вынете яйца, скорлупа должна расколоться на две половинки, как у краины. Приготовить тонкую яичницу бывает довольно непросто. Для того, чтобы сделать это, добавьте в яйца немного крахмала. Яичная масса станет липкой, как ириска, забытая во время жары в вашей сумке. А сама яичная масса, когда вы выльете ее на горячую сковородку, плавно распределится по поверхности и не будет образовывать дыр и кратеров. Для того, чтобы сделать тонкую яичницу, которая потом разрезается на небольшие лоскуты, называемые парчевыми нитями, нужно взять белок и добавить немножко соли. Если добавить сахара, то яичница пригорит, как твой пукан. Чтобы яйца дольше оставались свежими, их нужно хранить тупой стороной вверх. Дело в том, что яйца, как и многие люди, дышат своей тупой частью, и если поставить ей вверх, так они не протухнут. Вот, ждем, пока начнет отходить понемногу от сковородки. Но имеется в виду, когда нижний блин схватывается, и он превращается непосредственно в блин. Я называю яичницу блином, блин яичницей. Принцип один и тот же, только тесто гораздо быстрее превращается в какую-то плотную массу. Мне нравится говорить слово «превращается», как будто готовка — это магия. Сворачивать потихоньку. Первый блин может выглядеть не очень симпатично, потому что его, в общем-то, не будет особо видно. Будет видно то, что сверху. Это будет в центре, в серединочке. В целом мы должны добиться текстуры, как суфле. То есть она не должна быть слишком плотной, пережаренная, она не должна быть слишком жидкая. Насколько, конечно, резонно говорить слово суфле в отношении яиц. Почему нет? После того, как вы стеснили блин на край сковородки, смажьте место, на которое будете переворачивать. И хорошо, но не слишком сильно, чтобы у вас все было гладенько. Хотел бы сказать, как вагина порнозвезды, но не могу придумать ни одну с гладкой. Тем более, я извращенец, я смотрю только зоопорно. Не могу рекомендовать.
просто забыл про старый прием. Когда переворачиваешь, зажимать какими-нибудь двумя предметами на плите ручку сковородки, чтобы получилось вот так. Ну вот, в целом уже почти готово. Более того, когда вы перевернули в последний раз, можно уже выключать плиту. Естественно, после того, как вы приготовите, нужно замочить сковородку. Потому что, как я уже рассказывал в предыдущих выпусках, с яйцами шутки плохи. Запомните это, дорогие девушки, будущие хранительницы борща. Ну, а сейчас такой ресторанный вариант. Поэтому я буду стараться сделать красиво, а не сытно. У меня вопрос. Ась? Зачем в кадре доска, если нарезал ты на сковородке? Я когда готовил, у меня 2 куска хлеба лежало. Вы думаете, они для чего-то нужны? Нет. Они просто лежат. Мне хлебушек нравится. Как-нибудь бы сделаем выпуск, как я пеку хлеб. Я тот еще пекарь. Хотя мой ПК сломался. Так. Японский омлет готов. Иди мыть посуду. Видал я на веку, вот клозеты разные, культурные, богемные, вокзальные, ужасные. И вот панул как-то, ничем не удивишь. Зашел я в ресторанчик, и мата-мама, и ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А там унитаз сидят золотой, а мне так не нравится твой. Вот и подошел к концу следующий, но не очередной, жгучий, но не терпкий, по-матерински трепетный, но не по-отцовски мудрый выпуск Жрача. И сегодня у нас в гостях начальник склада Малого театра. Фигура малозначимая в высоких кругах, но весьма ценная в кругах низких. Как же здорово, ты все подмечаешь. Напомню. Сколько ты получила от акушера-гинеколога по шкале Апгара? 9. Я родилась полностью здоровой. Я полагаю, это необходимо перепроверить. И наш гость выбрал Пыльный качок в тени большой ректальной мглы. пыльный качок в тени большой ректальной мглы. Это конъюнктура в чистом виде. И для этого коктейля нам понадобится 50 мл водки, немного водопроводной воды, разумеется, плавленый сырок, немного продажности бездарных видеоблогеров в аэрозольной форме и, наконец, сигара, облизанная Уинстоном Черчиллем во время произнесения слов «Я пьян, а у вас кривые ноги». Все это и волшебные, да более знакомые слова, наскучившие нашему странному пианисту с его не менее странным фортепиано. Пожалуйста, мистер и мисс музыкант, сыграйте. Переход! Неплохо, да? Сейчас мы все-таки узнаем, как ты потерял ногу. Что, как я потерял ногу? В борьбе с апатией. Я уверен, что будет то же самое. Да, походу. Нет, возможно, ты еще порежешь штору. Таки да!